Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня корейский сериал «Пиноккио», 2014 год, автор сценария Пак Хе Рён, режиссеры Джо Су Вон, Шин Сын У, в ролях Ли Дон Сок, Пак Шин Хе. Я несколько раз пыталась смотреть этот сериал, но больше 2 серий не выдерживала. Мне казалось, скука невероятная. Потом я никак не могла понять, кто чей дядя, брат, отец. Но недавно меня зрительница на канале спросила, осилила ли я Пиноккио, и добавила, что начало скучноватое. Я решила сделать еще одну попытку. Первые 2 серии смотрела невнимательно, но где-то с 3-й или с 4-й стало интереснее, когда главные герои стали пробовать себя на репортерском поприще. Тема сериала очень серьезная, особенно для Южной Кореи. Именно в Южной Корее тебя могут вознести на пьедестал и безжалостно уронить с этого самого пьедестала. Сколько мы слышали про звезд, известных блогеров, сколько звезд покончило жизнь самоубийством, не выдержав нападок, сколько известных блогеров из-за какой-то ерунды вынуждены были на какое-то время закрывать канал. Вот почти об этом сериал. Сюжет. На заводе переработки отходов случился пожар. При тушении погибло 9 пожарных. Но труп отца главного героя, который возглавлял пожарную команду, не был найден. Тогда репортеры озвучили версию, что отец главного героя виновен в смертях 9 человек, а раз труп не найден, то он скрылся от ответственности и позора. 2 сына плакали, мало того, что они потеряли близкого человека, так еще отца очернили, выставив преступником и негодяем. Соседи, общественность стали травить их. Однажды случилось так, что старшего задержали в полицейском участке за то, что слишком рьяно защищал отца и обвинял репортера в несправедливой травле. В это время мать с младшим сыном прыгнули со скалы. В общем, в одночасье расправились со всей семьей. Но, оказывается, младший выжил, его приютил дед, у которого умер старший сын, но был еще младший разведенный сын с дочкой, а бывшая невестка и была тем репортером, с подачи которой была уничтожена семья главного героя. И вот, повзрослев, почти ровесники, приемный сын и родная внучка решили стать репортерами. А в это время где-то жил старший сын погибшего пожарника, одержимый местью и убивающий всех тех, кто был виновен в смерти отца. А младший решил стать честным репортером и разоблачить женщину-репортера, мать своей возлюбленной, которая 14 лет назад совершенно бездоказательно обвинила его отца. В фильме используют элемент фэнтези. Главная героиня, когда говорит неправду, начинает икать. Кстати, я до сих пор не знаю правильно, как говорить. Элемент фэнтези или фантастики. Кстати, мать главной героини, репортера, обвиняет отца главного героя, ссылаясь на показания Пиноккио, которые якобы не умеют лгать. Да уж, сначала тебя травят, чтобы не возвращать долг, потом ты, выполняя свою работу, погибаешь, и тебя делают козлом отпущения. Перекладывая чью-то вину на тебя, дескать, какая разница? Ты уже все равно умер, и ты не можешь себя защитить, потому что тебя нет. Но, слава богу, есть дети, которым не все равно, которые уверены на все 100, что их папа герой, а не негодяй. Спустя 14 лет старший сын погибшего пожарника в гололед спас мальчика на дороге, и СМИ сделали из него национального героя. И он обращается к репортеру злодейки: «Как когда-то вы сделали из моего отца преступника, так и сегодня вы меня, убийцу, сделали национальным героем». К тому времени он сознался в убийстве людей, причастных к смерти его отца-пожарника. Спустя 14 лет происходит аналогичный пожар. Опять гибнут люди, и опять вину хотят повесить на полицейского, одноклассника и друга главных героев. Но, проведя расследование и сравнив 2 преступления, репортеры разоблачают истинных виновных. Репортера, который находится в сговоре с председателем, руководителем канала и сенатором. То есть фильм о том, как подача информации может изменить настроение и отношение аудитории к тому или иному событию, к тому или иному герою. И какая огромная ответственность лежит на репортере, подающему непроверенную информацию, а иногда намеренно ложную и коррумпированную по чьему-то заказу. Потому что она может уничтожить ни в чем не повинных людей. Сенсация любой ценой может привести к необратимым последствиям. И вообще, как неосторожное слово может ранить человека даже в частной беседе. Что меня удивило, как всегда ложатся в чистую постель, не переодеваясь, и самое главное, придя с улицы, не моют руки перед едой. Меня это просто шокировало. На сегодня все. Всем пока.